Да, ну оставьте вот это изображение. Значит, мы ставили свою задачу создать концентрированное производство продовольствия полного цикла переработки, безотходное и энергонезависимое, и автономное, которое может быть монтировано в любых населенных пунктах. То есть выбросы нулевые, все перерабатывается внутри для внутреннего использования и получения готовой продукции. То есть все отходы животноводства направляются, говорится, в биогенераторы, перерабатываются, углекислый газ уходит опять растения, значит, ну, цикл зам. Вот такого плана, вот такая архитектурное решение. Значит, что это значит? Цокольные или подвальные уровни – это рыбоводство, грибоводство, черви, это и генераторы по переработке, все, что стекает со всех этажей, будем говорить, от производителя, от крупнорогатого скота, мелкого рогатого скота, птицы и прочее. Значит, как я уже говорю, что первый уровень – это рыба, грибы, улитка, устрицы, ну все, что может быть с ограниченным этим, солнечной инсоляцией. Первый же этаж – это крупнорогатый скот размещения различных возрастов, различного направления. Почему? Потому что тогда выгульные появляются площадки, на которых животные могут, так сказать, проводить время и получать инсоляцию. Второй уровень – это для размещения мелкого рогатого скота. Ну, можете немножко прокрутить там до следующего изображения. Мелкого рогатого скота. Третий уровень – это ориентировано на птицу. Вот. Четвертый уровень – это проращивание растений на корма, то есть зерно пророщенное, получение зеленой массы. Не секрет, что любое зернышко, которое 8 дней... Ну вот, да, вот можно вот это ставьте следующий, потом подставьте. Значит, вот такого уровня модули 54 метра на 54, это 2900 каждый этаж. На третьем уровне, как я уже сказал, это уже ориентировано на производство птицы. Четвертое – это зеленая масса, которой питают все жители первых трех уровней, четырех уровней. И выше – это тепличные комплексы, которые получают самую массовую инсоляцию, на поверхностях которого размещаются солнечные батареи, солнечные коллекторы, размещаются также ветроустановки и отражатели для воздействия на башенную. Промотайте следующий, пожалуйста. Еще следующий. Это разрез. Вот, да, вот, ну, можете сейчас прокручивать, пожалуйста, потому что разные варианты. Из этих корпусов мы собираем несколько всяких композиций, которые позволяют по мере времени наращивать, как говорится, мощности производственные, начиная с от одного модуля, и максимально мы останавливались где-то порядка 36 таких модулей. Вот в центре находится башня, такая электростанция башенного типа, которая как раз тоже завершает этап опреснения всех нечистот, потому что это испарительная система. Вот такой комплекс может быть ставится практически, вот разные комбинации, видите, из 5 корпусов, из 8 корпусов. То есть это постепенное изменение и наращивание мощности. Постепенно. Задержите минуточку. Вот я вам показываю. Ну, то вот вы видите, да, крестообразный внутренний двор выгульный и в угольной площадке по бокам, которые имеются поднавесная система, то есть животные могут свободно выгуливаться и на солнечном, и в теневом варианте. Административно-хозяйственный перерабатывающий комплекс. И также предусматривается полный цикл переработки всей продукции. То есть мясомолочная продукция, сыроварни, во всех растениеводческих звеньях находятся эти пчеловодства, которые опыляют растения, и получаем мед. И вот такое предложение. Агрокомплекс, как я уже сказал, ориентированный на полное отсутствие воздействия на экологию, не нарушающие вот такие вот варианты, разные архитектурные решения.